Привет, друзья! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Вы наверняка слышали о том, что процент отказа в выдаче американской визы очень большой, и получить ее весьма сложно. Именно по этой причине большинство людей, которые хотели бы посетить США, боятся подавать документы, ведь консульский сбор при отказе в выдаче визы не возвращается, а он довольно немаленький и составляет $160. Да, на самом деле вероятность того, что в выдаче визы вам откажут, есть и не маленькая. Согласно официальной статистике, граждане России получают отказ в 15% случаев, граждане Беларуси примерно в 20%, а для граждан Украины дела обстоят еще хуже, и процент отказа доходит до значения в 45%. Однако не стоит накручивать себя. Чтобы получить визу, необходимо правильно, без ошибок заполнить анкету DS-160. Кстати, у нас есть пошаговая видеоинструкция заполнения, ссылку на которую вы найдете в описании, и пройти собеседование с консулом в посольстве. Прохождение собеседования – самый важный этап в получении туристической, да и любой другой визы в Соединенные Штаты Америки. Обычно оно длится всего несколько минут, поэтому отвечать нужно четко и быстро. Именно от ваших ответов и морального состояния зависит, дадут вам визу или нет. В этом видео мы рассмотрим топ-7 самых часто задаваемых вопросов, к которым необходимо быть готовым на все 100%. Итак, поехали! Первый вопрос – цель вашей поездки. Этот вопрос вам зададут практически наверняка. Вы должны были указать свой предполагаемый маршрут в процессе заполнения анкеты DS-160. Расскажите об основных точках на карте и что именно хотите там увидеть. К примеру, ваша первая остановка – Нью-Йорк. Вы планируете остановиться там на неделю, прогуляться по Таймс-скверу, Центральному парку, полюбоваться небоскребами и прокатиться на пароме до Статуи Свободы. Затем, например, через Вашингтон двигайтесь в сторону Майами, конечно же, посетив Universal Park по дороге, в который мечтаете попасть уже не первый год. Вопрос номер два – даты поездки. Если вы еще не купили билеты и точно не знаете дату прибытия и отбытия из США, ничего страшного. Смело говорите консулу, что билеты пока не купили, ведь не уверены в том, одобрят вам визу или нет. Но если визу одобрят, планируйте полететь, например, в декабре, чтобы погреть свои косточки на южном побережье Атлантического океана, пока дома холодно и серо. В случае одобрения визы находиться на территории США можно 180 дней в течение года, но не стоит растягивать вашу первую поездку на такой длительный срок. Это может вызвать подозрения относительно нелегального трудоустройства или иммиграции. Оптимальный вариант – месяц-два. Также у вас уточнят, почему именно в этот период вы хотите посетить США. Это может быть ежегодный отпуск или мониторинг стоимости перелета показал наиболее низкие цены на этот период. Третий вопрос – расходы. Важный момент – деньги. Заранее произведите подсчет расходов, который будет включать в себя перелет, проживание, питание и развлечения. Назовите определенную сумму, которую планируете потратить, но скажите, что, конечно, берете с запасом. Посмотрите среднюю стоимость проживания в городах, которые планируете посетить на сайтах, к примеру, Booking.com или Airbnb. Заранее узнайте, во сколько вам обойдется посещение парков развлечений, национальных парков, а также средний чек в кафе. Следующий, четвертый вопрос, который вытекает из предыдущего – доходы. Не приукрашивайте и тем более не врите. Ложное интервью – плохая идея. В общих чертах расскажите о своей работе, какая у вас должность, обязанности. Если поездку вам оплачивает кто-то другой, например, родители или друзья, расскажите почему. Это может быть подарок на день рождения или свадьбу. Если вы студент, говорите, что планируете поездку в период каникул, чтобы у консула не сложилось впечатление того, что вы бросите университет и останетесь в США нелегально. Также могут спросить о вашей зарплате. Отвечайте честно, ведь вся эта информация у них уже есть. Если денег на поездку вам нужно больше, чем вы зарабатываете, скорее всего у вас поинтересуются, как вы собираетесь ее оплачивать. В этом случае, к примеру, расскажите о ваших накоплениях. Пятый вопрос – ваши родственники и друзья в США. Если такие имеются, обязательно укажите это. Расскажите, где они живут, чем занимаются и планируете ли вы с ними встретиться. Если цель вашей поездки в Штаты – посещение родственников или друзей, будьте готовы к множеству вопросов на эту тему.
Вы должны знать, чем они занимаются, точный адрес, гражданский статус и даже график работы. Также подготовьте к вопросу о том, чем вы планируете заниматься, пока ваши друзья и родственники будут на работе. Ни в коем случае не говорите о том, что ищете возможности подработки или планируете работать, тогда вам точно откажут в визе. Помните, работа по туристической визе чревата депортацией и запретом повторного въезда. Шестой вопрос – другие поездки за границу. Расскажите, в каких странах вы уже побывали, как часто путешествуете и планируете ли посетить какие-то соседние США страны. Если вы уже бывали в европейских странах или, например, Канаде, Австралии, Японии или любой другой стране, куда визу получить также сложно, а нарушений сроков и правил пребывания не было, это будет большим плюсом, ведь это прямой показатель вашей надежности и желания вернуться домой. Если вы всю жизнь прожили в одной стране, а ваше путешествие планируете начать со столь отдаленной и дорогой страны, это вызовет подозрения. Конечно, если вы будете довольно убедительными, а проблем с документами и доходами у вас нет, волноваться не стоит. Однако лично я советую перед получением визы в США посетить хотя бы несколько европейских стран, и чем больше, тем лучше. Седьмой и последний на сегодня вопрос – чем вызван интерес к стране и что вы знаете про США? На этом вопросе полный полет фантазии. Расскажите о том, как сильно повлияли на вас американские фильмы, как вы каждый год смотрите «Один дома» и мечтаете прогуляться по Централ-парку, как хотите увидеть все эти красивые небоскребы или просто посетить очередную страну, если за вашей спиной же имеется большой багаж стран. Однако не преусердствуйте и дайте понять консулу, что получение визы – это не главная цель вашей жизни, и что все равно уже запланировали путешествие на этот период, и в случае отказа в выдаче визы отправитесь куда-то еще. И в качестве бонуса я хотела бы рассказать о нескольких вопросах, которые консул может задать, чтобы застать вас врасплох и посмотреть на вашу реакцию. Чтобы понимать, отвечаете вы естественно или просто выдаете заученный текст, вас могут спросить самые обычные, простые вопросы, вроде даты рождения ваших родителей, есть ли домашнее животное, сколько комнат в вашей квартире, когда последний раз вы ходили в ресторан, какое ваше любимое блюдо и множество других вопросов. Сколько вопросов зададут именно вам, знает только консул. Будет один вопрос или десятки, зависеть это может от множества факторов, а также от данных, которые вы указали в анкете, и от вашего морального состояния, и даже от настроения консула. Главное, ведите себя естественно на протяжении всего интервью. Не лгите и улыбайтесь по возможности, если это будет выглядеть не наигранно и не натянуто. Старайтесь отвечать быстро, не затягивая с ответами. Конечно, это не полный список вопросов, но если вы будете готовы к ним, то и на другие ответите без труда и переживаний. Ссылку на более подробный перечень вопросов я оставлю в описании. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. Если вы уже проходили интервью, расскажите, получили визу или нет, какие вопросы задавали именно вам. Если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.